Переполох в Белом доме. Верховный суд постановил отменить тарифы Трампа. Тарифная политика не в компетенции президентов. Трамп заявил, останавливаться не планирует и ввел новый тариф в 10%. Напряжение на Ближнем Востоке. Америка наращивает силы. В сети появилось видео с готовностью иракских парамилитарных формирований вступить в возможный конфликт. Без сюрпризов. Фридрих Мерц был переизбран главой Христианско-демократического союза. Украинская сборная будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов. Самобытный британский жанр фотографии. Как фотографу Reuters удалось поймать исторический момент. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Дональд Трамп проиграл Верховному суду. И на этот раз не в соцсетях, а по-крупному. Высшая судебная инстанция США поставила точку в споре о его чрезвычайных тарифах. Иск против администрации подали демократы и представители бизнеса, заявив, президент незаконно обошел Конгресс, прикрывшись законом 1977 года о чрезвычайных экономических полномочиях. 6 голосами против 3 судьи согласились с нижестоящим судом. Трамп превысил свои полномочия. Верховный суд прямо указал, закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить масштабные тарифы по своему усмотрению. Суд напомнил, по Конституции Соединенных Штатов Америки налоги и пошлины – зона ответственности Конгресса, а не Белого дома. Демократы и отраслевые ассоциации уже празднуют победу. Бизнес же готовится к новой волне неопределенности. Администрация ищет другие юридические пути, чтобы вернуть тарифы. После решения, вынесенного Верховным судом, Дональд Трамп собрал пресс-конференцию и заявил, что ему абсолютно стыдно за судей, которые проголосовали против него. Ну что ж, большое спасибо, что пришли. Решение Верховного суда по тарифам — это глубочайшее разочарование. И мне стыдно за некоторых членов суда, абсолютно стыдно за то, что у них не хватило мужества сделать то, что правильно для нашей страны. Я хотел бы поблагодарить и поздравить судей Томаса, Алито и Кавана за их силу, мудрость и любовь к нашей стране. Иностранные страны, которые годами нас обирали, в восторге. Они так счастливы. Они танцуют на улицах, но недолго, это я могу вам гарантировать. Также Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда по его тарифной политике, вопреки ожиданиям, лишь усилило полномочия президента в сфере регулирования торговли и объявил о введении нового глобального тарифа в 10% на основании других норм американского законодательства. Мы продолжим это делать. Но чтобы показать, насколько абсурдно это решение, суд сказал, что мне нельзя взимать даже $1. Я не могу взять $1. Не могу взять $1. Я бы использовал 1 цент. Но мы больше не выпускаем центы. Мы экономим деньги. Я не могу взять $1 ни с одной страны по IEEPA, ни $1. Полагаю, чтобы защитить другие страны, это, должно быть, было сделано для защиты этих других стран. Точно не Соединенных Штатов Америки. Но мне разрешено полностью прекратить любую торговлю или бизнес с той же самой страной. Иными словами, я могу уничтожить торговлю. Я могу уничтожить страну. Мне даже разрешено ввести разрушительное для иностранной страны эмбарго. Я могу ввести эмбарго. Я могу делать все, что хочу, но я не могу взять $1. Потому что это не так написано, и это даже не так читается. Я могу делать с ними все, что хочу, но я не могу взимать никакие деньги. Так что мне разрешено уничтожить страну, но я не могу взять с них небольшой сбор. Я мог бы взять с них 2 цента, но при любых обстоятельствах не могу взимать плату. Я не могу взять с них ничего. Подумайте об этом. Насколько это абсурдно? Мне разрешено ввести против них эмбарго. Мне разрешено сказать им, вы больше не можете вести бизнес в Соединенных Штатах. Мы хотим, чтобы вас здесь не было. Но я хочу взять с них $10. Я не могу этого сделать. Это неправильно. Их решение неправильное. Но теперь я пойду в другом направлении. Вероятно, в том направлении, в котором мне следовало пойти с самого начала. Но я прочитал формулировку. Я очень хорошо читаю тексты. И там все на 100% читалось в нашу пользу. Но теперь я пойду тем путем, по которому мог пойти изначально. И он еще сильнее нашего первоначального выбора. Как написал судья Кавано в своем особом мнении. И вы видели, как выросли его акции. Я так им горжусь. Хотя я твердо не согласен с сегодняшним решением суда, это решение, возможно, не будет существенно ограничивать способность президента вводить тарифы в будущем. Подумайте об этом. Возможно, не будет существенно ограничивать. И так и есть. Он прав.
Фактически, я могу взимать гораздо больше, чем взимал раньше. Поэтому с немедленным вступлением в силу все тарифы в интересах национальной безопасности по разделу 232 и существующие тарифы по разделу 301, они существуют. Они есть, остаются в силе, полностью в силе и действии. Сегодня я подпишу указ о введении 10% глобального тарифа по разделу 122, сверх наших обычных тарифов, которые уже взимаются. И мы также начинаем несколько расследований по разделу 301 и по другим направлениям, чтобы защитить нашу страну от несправедливых торговых практик других стран и компаний. Я знаю людей, которые подали этот иск, и это подлецы, большие подлецы, но я их знаю. И они ориентированы на иностранные страны. Они отправляли товары в нашу страну, и люди, представлявшие их, прекрасно это знали, но они отправляли товары в нашу страну, и это было выгодно другим странам, но очень, очень плохо для нас. Отреагировал и вице-президент Джей Ди Венс. Он назвал решение суда беззаконием. Сегодня Верховный суд решил, что Конгресс, несмотря на то, что предоставил президенту возможность регулировать импорт, на самом деле не имел это в виду. Это беззаконие со стороны суда просто и ясно, и его единственным эффектом будет сделать более трудным для президента защиту американских отраслей и устойчивость цепочек поставок. Конгресс и администрация США определят наилучший дальнейший путь по тарифам в ближайшие недели, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Никто не может отрицать, что использование президентом тарифов принесло миллиарды долларов и создало огромные рычаги для торговой стратегии Америки и для обеспечения сильных взаимных торговых соглашений Америка прежде всего со странами, которые десятилетиями пользовались преимуществами за счет американских работников. Конгресс и администрация определят наилучший дальнейший путь в ближайшие недели. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер раскритиковал тарифы Дональда Трампа, назвав их налогом на американские семьи. Он заявил, что пошлины повышают цены и уже были признаны судами незаконными. Шумер призвал Конгресс, включая республиканцев, заблокировать новые тарифы и защитить потребителей. Бросается в глаза, и это поразительно, что в речи президента отсутствует жизненно важный и важный пункт. Его тарифы резко увеличили расходы американских семей. Цены на множество вещей выросли из-за этих тарифов. И американцы ненавидят тарифы, потому что они увеличили их расходы. То, что Дональд Трамп упоминает тарифы и не говорит о том, какие издержки они накладывают на американские семьи, показывает, что он полностью оторван от реальности. Он не понимает, через что проходит средняя американская семья. Речь Дональда Трампа, как и его тарифы, хаотичная, несобранная и основанная на вымысле. Теперь, когда он снова вводит тарифы, никто не понимает, что, черт возьми, он делает. Он и сам не понимает, что делает. Он действует на авось. Суд вынес очень жесткое решение против него. И вот он говорит, что вводит что-то другое. Но это что-то другое. А может недолго просуществовать, и Б может оказаться еще хуже для американцев, если все-таки будет действовать. Конгресс имеет окончательные полномочия вводить эти тарифы. Я призываю ради американских семей и прошу наших коллег-республиканцев пойти против Дональда Трампа и не позволить ему навязывать эти тарифы американскому народу. У Конгресса есть такая власть, и Конгресс должен ею воспользоваться. Уолл-стрит завершила день ростом после решения Верховного суда США, который отменил глобальные тарифы Дональда Трампа. Аналитики говорят, рынок воспринял это как снятие части напряжения и сигнал к облегчению. Инвесторы устали от постоянной неопределенности вокруг торговой политики. Да, рынки в основном в зеленой зоне, и такими были в течение дня. И, честно говоря, это похоже на то, как будто с рынка сняли часть груза. Но в течение дня он двигался вбок, а не шел строго вверх. И причина, как мне кажется, в том, что все еще остается неопределенность. То, что вышло решение, отменяющее тарифы мистера Трампа, не означает, что у нас не будет дополнительных тарифов. И сегодня мы как раз услышали, что они будут. А через 150 дней все может снова измениться. Так что будущее остается неопределенным. Мы перешли от определенной среды с высокими тарифами к неопределенной среде с более низкими тарифами. И рынок пытается переварить. Это сейчас действительно хорошие новости. Или мы снова будем получать новости о тарифах то тут, то там, как в прошлом году. А это как раз то, что инвесторы не любят. Неожиданные новости по политике, которых они не ждут. Знаете, когда я услышала эту новость, я совсем не была удивлена, потому что если вы действительно прочитаете закон о международных
чрезвычайных экономических полномочиях, там нет ни слова о тарифах, и вообще он предназначен для чрезвычайных ситуаций. Я просто не видела никаких чрезвычайных обстоятельств, при которых нужно было бы вводить тарифы для разных стран по разным ставкам. Так что во многом с юридической точки зрения это не было сюрпризом. Но сюрпризом было то, что это произошло так поздно в этом году, в разгар промежуточных выборов. Вот это меня удивило. Я не знаю, что будет дальше, что будет делать мистер Трамп, что будет делать Белый дом в плане некоего ответного шага на это решение. Но это очень интересная ситуация, что все это происходит именно в год промежуточных выборов. Отмена чрезвычайных тарифов Трампа открывает путь к возврату более чем 175 миллиардов долларов бизнесу. По оценке экономистов, компании теперь могут потребовать эти деньги из казначейства. Эксперты предупреждают, решение улучшит инвестиционный климат, но увеличит нагрузку на бюджет и может подтолкнуть Белый дом к поиску новых торговых ограничений. На первый взгляд может показаться, что Министерство финансов США находится в худшем положении, потому что оно потеряло часть доходов. Но в целом оно окажется в лучшем положении, потому что, хотя доходы и снизятся, процентные ставки, которые придется платить по долгу, фактически снизятся, поскольку Соединенные Штаты станут более привлекательным местом для инвестиций. В частности, мы прогнозировали, что в этом году американские потребители заплатили примерно на $800 больше из-за этих тарифов, чем без них. В следующем году мы ожидали где-то около $1200 дополнительных расходов из-за более высоких цен, вызванных тарифами. А после сегодняшнего решения мы ожидаем, что эта цифра снизится примерно вдвое. То есть мы ожидаем, что американские потребители все еще будут платить примерно на $600 больше в следующем году из-за тарифов. Все это, конечно, основано на предположении, что Трамп не найдет какой-то заменяющий механизм. Если он в итоге найдет такой механизм, то Министерство финансов США начнет выплачивать 175 миллиардов возвратов. Но американским потребителям от этого лучше не станет, если им в конечном итоге придется сталкиваться с более высокими тарифами через другой механизм. В Вашингтоне министр иностранных дел Великобритании Ивет Купер встретилась с госсекретарем США Марко Рубио. Тема встречи – оборона и безопасность. Переговоры проходят на фоне спора вокруг архипелага Чагос и базы Диего Гарсия в Индийском океане. В прошлом году Лондон согласился передать суверенитет над островами Маврикию, сохранив базу по долгосрочной аренде. США тогда поддержали сделку, но Дональд Трамп позже назвал ее ошибкой и на этой неделе снова выступил с критикой. В Белом доме усиливают давление на Иран и не исключают жестких мер. По данным британской прессы, Лондон пока не дал согласия на использование базы для возможных ударов, ссылаясь на риски нарушения международного права. База Диего Гарсия уже использовалась для операций на Ближнем Востоке и для доставки гуманитарной помощи в Газу. Именно она сейчас в центре спора между союзниками. В распространяемом в социальных сетях видео говорится, что иракские парамилитарные формирования готовы вступить в возможный конфликт на стороне так называемой «оси сопротивления», которую связывают с Ираном. В публикациях утверждается, что в случае эскалации эти группы могут выступить против США, Израиля и их союзников в регионе. Ряд источников также заявляет о возможной угрозе для соседних стран, включая Иорданию и Кувейт. При этом подлинность видео и заявлений, звучащих в ролике, пока не подтверждена независимыми и официальными источниками. А комментариев от властей Ирака на этот счет не поступало. Сам же Дональд Трамп в пятницу в очередной раз заявил, что Ирану следует договориться о справедливой сделке, комментируя политику Вашингтона в отношении Тегерана. У вас есть какое-то послание иранскому народу? Иранскому народу в Иране или людям здесь? Людям в Иране? Им лучше договориться о справедливой сделке. Им лучше договориться. Знаете, народ Ирана сильно отличается от руководителей Ирана, и это очень печальная ситуация. Тем временем американский авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающий его эсминец были замечены у побережья Гибралтара в пятницу 20 февраля. Кадры с кораблями появились в социальных сетях. Агентство Reuters подтвердило подлинность изображений. Силуэт авианосца совпадает с архивными изображениями USS Gerald R. Ford, а второй корабль соответствует классу американских эсминцев, хотя его точное название установить не удалось. Местоположение было подтверждено по рельефу местности и дорожной сети, а дата — по метаданным файлов. Стоит отметить, что появление кораблей происходит на фоне заявлений Трампа о том, что он рассматривает возможность ограниченного военного удара по Ирану. Ранее сообщалось, что USS Gerald R. Ford направляется в регион как второй авианосец на фоне роста напряженности. Первый авианосец USS Abraham Lincoln и несколько ракетных эсминцев прибыли на Ближний Восток еще в январе. Переговоры с Россией снова уперлись в землю.
Президент Украины Владимир Зеленский говорит: по территориям ноль прогресса. В политической части договориться не смогли, зато по военной линии есть подвижки. В политической подгруппе снова обсуждались чувствительные вопросы, касающиеся востока Украины. Вопрос Донбасса, вопрос территории. Пока конструктивного решения не найдено. В военной подгруппе, считаю, есть конструктивный результат. Все три стороны признали, что если будет прекращение огня, если будет конец войне, то американцы будут в первую очередь ответственны за мониторинг прекращения огня. Они возьмут на себя ведущую роль в этой сфере. Гуманитарный трек обсуждался в политической подгруппе, и также пока рано говорить о положительных результатах. Однако был найден и конструктивный итог. В ближайшие дни будут определены детали обмена, включая количество пленных и сроки. Обмен украинских военнопленных на российских военнопленных. Было согласовано, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча, скорее всего, также в Женеве. В Москве в тот же день Владимир Путин сначала встретился со своими переговорщиками тет-а-тет, а потом собрал Совет Безопасности. Он попросил Владимира Мединского и Игоря Костюкова подробно рассказать, как прошли переговоры с Украиной и США и о чем удалось договориться. Кремль самих докладов не показал, но дал понять, обсуждение было и за закрытыми дверями, и уже в широком кругу. В Штутгарте на съезде Христианско-демократического союза Фридрих Мерц был переизбран главой партии с убедительным результатом. Канцлер Германии получил 91,17% голосов делегатов. Из более чем 1000 участников съезда в голосовании приняли участие 977 человек. Большинство поддержали действующего лидера. Мерц поблагодарил однопартийцев за доверие и пообещал продолжить совместную работу. Переизбрание проходит на фоне непростых опросов перед серией земельных выборов и критики темпов реформ, объявленных ранее. Дорогие коллеги, мы организованная партия, поэтому, дорогой Фридрих, я должен формально спросить тебя, принимаешь ли ты результаты голосования? Дорогие друзья, большое спасибо за ваше доверие. Я принимаю результаты голосования и выражаю вам искреннюю благодарность и говорю: на хорошее сотрудничество в будущем в ХДС Германии. Большое спасибо. В Пхеньяне открылся 9-й съезд Трудовой партии Северной Кореи. Во вступительной речи Ким Чен Ын заявил, что страна преодолела экономический спад и добилась серьезного роста за последние 5 лет. Съезд, который проходит раз в 5 лет, считается главным политическим событием страны. На нем подводят итоги, формируют новые стратегические задачи и при необходимости меняют руководство. Особое внимание приковано к возможным кадровым решениям. Получит ли Ким новый титул и появится ли на съезде его 13-летняя дочь Джу Э, которую разведка все чаще называет вероятной преемницей диктатора. Государственное телевидение показало тщательно выстроенную церемонию открытия. Ким Чен Йон выходит из черного лимузина, проходит в зал, где тысячи делегатов встречают его синхронными аплодисментами. В своем выступлении он заявил о значительных достижениях в политике, экономике, обороне, культуре и дипломатии, подчеркнув продолжение политики Чучхэ, культурного и экономического изоляционизма. При этом, по словам Кима, Северная Корея добилась больших изменений во внешних отношениях и повлияла на глобальную геополитическую ситуацию. Очевидно, Ким Чен Ын имел в виду участие северокорейских наемников в российской войне против Украины. Предполагается, что гонораром от Путина стали не только денежные выплаты за солдат, но и необходимые режиму ракетные и ядерные технологии. Аналитики ожидают, что съезд станет площадкой для демонстрации военных успехов и новых программ вооружений. Не исключено проведение военного парада. В Гаване произошел блэкаут. В городе почти нет света и мало машин на улицах. Причина – нехватка топлива и электроэнергии после новых ограничений со стороны администрации Дональда Трампа. Поставки нефти из Венесуэлы остановились, Мексика тоже прекратила отгрузки. Из-за этого транспорт работает с перебоями, многие заправки закрыты, а районы города остаются без освещения. Власти США заявляют, что Куба должна пойти на серьезные изменения. Пока же жители столицы живут в условиях отключений света и пустых улиц. НАСА провело второй тест заправки ракеты Space Launch System в рамках программы Artemis-2. Испытания прошли на мысе Канаверал во Флориде. Это повторная попытка после попытки заправить ракету в начале февраля
когда специалисты столкнулись с утечками водорода и рядом технических проблем. Нынешняя проверка – ключевой этап подготовки к миссии, запуск которой может состояться уже в начале марта. Инженерам необходимо убедиться, что система полностью готова к полету. Миссия «Артемис-2» предполагает отправку 4 астронавтов на орбиту Луны. Впервые более чем за 50 лет. Это станет следующим шагом в возвращении США к пилотируемым лунным программам и подготовкой к будущей высадке на поверхность спутника Земли. Сборная Украины бойкотирует церемонию открытия Паралимпийских игр в Милано-Кортине, которые стартуют 6 марта в Вероне. Решение связано с допуском отдельных российских и белорусских спортсменов с национальными флагами. Международный паралимпийский комитет выделил 10 совместных квот для России и Беларуси, что вызвало резкую критику Украины на фоне продолжающейся войны. В заявлении Национального паралимпийского комитета Украиной отмечено, что украинская команда не примет участие в церемонии и требует не использовать украинский флаг. Бойкот стал ответом на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича за шлем в память о погибших спортсменах войны. Министр спорта Украины Матвей Бедный подчеркнул, что украинские спортсмены все же примут участие в играх, но официальные лица не поедут. России предоставлены 2 квоты в горнолыжном паралимпийском спорте, 2 в лыжных гонках и 2 в сноуборде. Беларусь получила 4 места в лыжных гонках. В комитете подчеркнули, что ни одна из стран не проходила квалификацию, а их участие противоречит статусу государств, ведущих агрессивную войну против Украины. Первые полосы пятничных выпусков мировых СМИ как будто срисованы друг с друга. Везде одна и та же новость – арест бывшего принца. Те же заголовки, те же лица, то же напряжение. Но среди всех этих обложек одна фотография внезапно вырвалась вперед и стала вирусной. Кадр, сделанный в момент, когда Эндрю вывозили из полицейского участка. Ночь, стекло машины, вспышка, и человек, которого еще недавно знала вся страна, в совсем другой роли. В этом есть что-то очень по-британски сдержанное и одновременно беспощадно точное. Особый жанр новостной фотографии, который цепляет без лишних слов. А вот как он появился, рассказывает фотограф Reuters Фил Нобл. Из каждого такого кадра с машиной процент удачных снимков очень-очень низкий. Слишком много переменных. Ночью немного проще, потому что нет окружающего света и нет отражений на лобовом стекле. Это немного облегчает задачу. Но все равно, если из 100 таких попыток у меня получится 10, я буду поражен. Так что прошлой ночью это был один из тех моментов «ущипните меня», когда ты смотришь на экран камеры, ты устал, был длинный день, и вот ты его поймал. И потом я сказал коллеге: «Можешь просто перепроверить? Это точно он?» Потому что хочется убедиться. Ты не можешь поверить, что у тебя получилось так хорошо, как вышло у меня. Лучший ли это снимок с точки зрения фотографии? Наверное, нет. Это мужчина, снятый ночью через заднее стекло машины. Это лучший кадр, который я когда-либо делал? Нет, но один из самых важных. 100%. И знаешь, когда ты работаешь в новостях, это не точная наука. Лучшие фотографии не всегда самые новостные.